Таких шахмат мы давно не видели. Что творит Левон Аронян в партии против Матиаса? Невозможно передать словами, это надо просто видеть. Прошу убрать от экранов нежных, плаксивых, культурных и беременных, ибо здесь настоящие шахматы и жесткий лексикон. Левон запихает своего пихунделя на Е4, Блямбаум отвечает Е6, французская защита после d4, d5. Сегодня мы с вами будем смотреть варианты жесткие, 3 бриллианта подряд выдал Левон, и каждый бриллиант я вам объясню, покажу, откуда ноги растут. Развивается конина на поле c3, конь f6, и можно запихнуть на поле e5, так называемый вариант задвигонский. e5 пошел, конина отступает, f4, надо укрепить пешечку на поле e5. И сразу же черные должны огрызнуться в центре, посматривая на пешку d4. Конина пошла на f3, конина на c6, и вот здесь Левончик Аронянчик, коренной американец, применяет жертву пешки, играет слоном на поле d3, что позволяет черным вальнуть пихунделя на поле d4, шатануть его с ноги по башке, после чего мог бы получиться вот такой вариант после взятия сюда, шах, на, слон d2, на, ферзь b6, на, рокировка конь c5, с приемлемой игрой у белых и у черных, но в партии Матиас очканул забрать пешку на поле d3, d4, двинул пешку на поле a6, красный ход, пароход, после чего Леончик через несколько ходов получает жесткую атаку на позицию черного жирного терпилы. Уходит сначала в рокировку и будем пихать пихунделя на поле f5. b5. Матиас занимается рукоблудием на ферзевом фланге. Полностью забил на развитие королевского фланга и рокировки. Хотя рокировать здесь опасненько. А кому сейчас легко? Пихает f5 Левон Аронян. Как ты, лайк этому видео и подписку на канал. Матиас тырит пешку на d4. Забрал. Если теперь дернуть коня на поле c3, например, вот так, последует взятие не тут, а тут. На. И если сейчас король заберет пихунделя, последует шах отсюда. Король бьется в туман. Сначала будет вот такая вилка, шах потом будет, король отступит и конь заберет на e5, после чего следует тихий ход ладья e1 с жестким перевесом у белых. Но в партии после взятия на поле Е6 Матиас, кстати, присутствовал на турнире претендентов, где делал зачетные ничьи против всех. Организовал так называемый клуб Блюмбаума. Фе берет пешку вот тут, потом конь d4, жертва коня от Левона Ароняна. Он даже не очкует связки на поле d4. Если, например, завязать, не бить его сразу, а завязать, получается, ребята, мат в 6 ходов. Сначала залетает вот это вот мамасита на h5, дает шах, потом вот сюда, потом второй пошел. Если забрать, получается вот сюда разок, потом король сюда, и вот сюда Матильда просто прилетает с дебюта. На таком уровне с дебюта Матильда залетает. Да, это жестко. Поэтому вязать коня нельзя. Хорошо, а что можно? Можно вальнуть на d4, например. Что будет, если вальнуть на d4? Мат в 4 хода. h5 получи. На. Брать надо. Забрал на g6, получил тут, король сюда и ферзь f7. Мат. Вы представляете, какие варианты рисует Левон на доске? Брать нельзя, вязать нельзя. Ну а что можно? Ну можно ферзем сюда пойти завязать, если слоном нельзя. И из-за того, что просто королю потом дырку сделать, чтобы он сюда в туман ушел, защитился. Но тогда слон Е3. На. Ну, как бы уже можно вроде бы забрать на поле d4, что и делает Матиас. И после хода взятия на d4 конина остается под связкой на ферзя. Да, можно ее спасти ходом слон c5, но это уже другая история. Король сначала сваливает на поле h1, избегая неприятных отскоков с шахунделем. Лучшим ходом в этой позиции было бы просто слоном на c5 застраховать братуху, но тогда бы было b4. Пододвинуть этого мистера можно было бы ходом b4 или сыграть ферзь g4. Атакуем тут, подвисает тут, везде дрова. Но в партии было после король h1, Блюмбаум ошибается под напряжением. Партия, кстати, была сыграна недавно, пару дней назад, на каком-то там чемпионате, фестивале ЧС Бель, ЧС Фестивал, там 2026, что-то такое. После король d8 все же следует ферзь g4, точными ходами Левончик реализует свое преимущество, фигуру-то отдал, без коня играет сейчас на данный момент, но ходом b4 справедливость сейчас восторжествует, слонина берет на b4 и, внимание, вместо того, чтобы забрать
забрать вот этого вот тут, защитить и напасть. Ливончик делает еще более смышленный, авантюрный, миниатюрный ход кониной на поле Е2. Он пользуется связкой этого аппарата с копытами, вяжет его, как бабушка, ковры. Но находится затычка, слон c5 затыкает своего парнокопытного, конь g4 забрал, и можно забрать, но тогда слон d4 нападение на ферзя, забирать не камильфо. Левон подтягивает ладью к защите. Левон атакует ладьей на поле f7, зашла в обжорный ряд жирная скотина. Здесь вот этот вот пасовол, бля, даду, и сейчас будет получать по горбу. Ладья 7 на тебе сюда, ладья f1, а6. Что же это за партия? Как побеждать? А побеждать уже несложно. Именно в этой позиции Левон Аронян находит единственный точный ход, который побеждает. И это бриллиант. Ты можешь поставить видео на паузу, черкануть черкашом, лайк, подписку влупить. Ведь есть вероятность, что ты меня больше никогда не увидишь. А если подпишешься, увидишь. Тихим, четким ходом Левончик играет ферзь h5. И в чем же идея этого хода? Если минуснуть скотину на поле d4, получается шах на поле h4. Вилочка, нападение на d4 и на короля. Если сюда заткнуть вот эту вот брешь, дырку в Титанике, получается просто тихий ход слон d4. И если теперь черные минуснут ферзя, мамасита получает вот здесь прикол. И прикол в чем? Что нельзя брать конем. Здесь висит, можно закрыть дырку вот эту неприятную. Брать конем нельзя из-за связки, мы просто теряем фигурку. Левон такое придумал, да? Поэтому после хода ферзь h5, после этого прекрасного, прелестного, ошеломляющего, нейтрально-дерзкого хода ферзь h5, следует g5. Матиас защитился от шаха и все равно конина подвисает. Но на этом приколы не заканчиваются. После тихого хода c3, чтобы укрепить скотину на d4, следует конь e5. Жадность фраера погубит еще чуть-чуть, и все будет. Следует следующий интереснейший ход. На, ладьей забрал. И внимание, конь c6 подвисает где-то в вариантах. Конь c6, вилка сюда раз и сюда раз. А тот, кто пишет плохой комментарий, Сидор. Следующий бриллиант у нас на доске от Левона Ароняна. Что же тут висит? Висит тут на пол-шестого слон, на поле d3. Ну, это как бы все понятно, здесь просто вилкой в глаз. А этому еще куда-то раз. Ферзь c6, бриллиант в этой партии следует. Если же минуснуть слона, следует вилка на ферзя и на короля. А если никого не минуснуть, сыграть сюда королем, например, тогда просто слон b5 на тебе, вот так, как было в партии. Третий бриллиант от Левона. Брать слона, понятно, нельзя по той же причине, что конь вилкой в глаз и еще раз. Поэтому надо поменять вот этого вот скакуна. Разменялись, и конь e6 получи. Следует развязка этой партии. Уже все недалеко, уже очень близко. Ты на верном пути, ты досмотри и подпишись, чтобы путь твой был верным. Ты ведь самурай или кто? Король c8, уходим из-под шаха. Конь c5 забрал, ладья e3, еще падает там у нас. Ферзь c6 получил ананас. Король отступает назад. Конина заскакивает с шахом, авербахом. И король сюда на поле e7. Получает Матиас вот такую Матильду в 2 хода. Шах и мат. Ну а ты смотри мои другие видео, подписывайся и не забывай отключать субтитры.